Привет! В первой части мы уже связали с вами такие основные моменты, как донышко и стеночки. Давайте еще раз замерим сумочку. Напомню, что я вязала из 3-миллиметрового полиэфирного шнура, но в основном все свои остальные сумки я вязала из 5-миллиметрового, потому что он плотнее, сумка не так сильно растягивается, и в итоге получается такая прям плотненькая, хорошенькая. Данная сумка, которая получилась у меня из 3-миллиметрового шнура, она она полегче, но она очень сильно вытягивается, не так сильно держит форму. Ну, тут, наверное, на любителя, поэтому пробуйте вязать из разных размеров шнура и выбирайте тот, который будет удобен для вас. Итак, подтянули сумочку и, соответственно, вязание мы заканчиваем сбоку. Да, когда мы вязали с вами по кругу, заканчиваем, что мы понимаем, что высота нам подходит, и заканчиваем сбоку вязание. Тем самым мы будем соединять, но это будет не видно. Теперь, где мы закончили? Мы провязали туда один столбик без накида, и туда же мы провяжем еще один столбик. Просто мы сейчас не будем с вами набирать никакие воздушные петельки. Мы вот так вот в каждую ячейку будем просто провязывать по 2 столбика без накида. Между ними не нужно никаких соединительных петель и так далее. Просто вяжем в каждую ячейку, вот так вот целый круг мы будем с вами обвязывать сумку, по 2 столбика без накида. И вот так сейчас нагляднее покажу, как мы будем вязать. Да, мы начали с вами сбоку обвязку, и, соответственно, мы уже делаем такой фундамент для ручки. И просто под ячейку, как мы вязали до этого, вяжем сразу 2 столбика без накида. Встречаемся с вами оттуда, откуда начали. Соответственно, мы просто один с вами ряд провязываем и встречаемся. А пока мы обвязываем, покажу вам сумочку, которая у нас получилась до ручек. Да, подробнее и, соответственно, внутри, почему-то мне захотелось это сделать. Смотрим донышко, смотрим стеночки. Вот так вот она выглядит. Очень хорошо тянется. 3-миллиметровый шнур, повторюсь, тянется еще лучше, чем 5-миллиметровый. Поэтому, например, если что-то такое более-менее тяжелое туда положить, она как бы будет отвисать. Вот, как авоська из Pinterest, да, мастер-класс. Соответственно, на это тоже нужно обращать внимание. Поэтому здесь я уже четко не говорю, сколько мы вяжем рядов и так далее, потому что по вашим ощущениям, по вашей фигуре, по вашему росту смотрите и создавайте изделия. Так как я понимаю, что многие вяжут крючком первый раз, а многие, например, берут только крючок первый раз в руки, чтобы связать какую-то себе сумку, поэтому какие-то моменты я не стала вырезать в видео и провязываю вместе с вами. Вот так вот я дохожу до конца, соответственно, ту сторону и эту сторону вот так вот по 2 столбика без накида быстренько провязываю. Если, например, этот момент вам понятен, вы можете промотать, можете не мотать, можете вязать вместе со мной под данную динамику. И вот так вот получается у нас обвязочка. Ну что, почти дошла до конца. Буквально тут пару ячеек и переходим с вами на следующий ряд именно ручек. Смотрим, да, мы вот отсюда начали, соответственно, нам необходимо буквально там, мне необходимо довязать буквально пару ячеек от места, от которого я начала вязать по 2 столбика. Я довязываю, и мы переходим на следующий ряд. Вот, видим, да, как это выглядит. Мы ничего не соединяем, потому что
Мне иногда не нравится, как выглядит шов, и в итоге вот такое бессоединительное вязание, оно очень красивое, и нет какой-то заморочки, что там как-то не так будет выглядеть изнанка или еще что-то, потому что я очень люблю, когда выглядит и лицевая, и изнаночная очень красиво. Итак, смотрим, как мы будем вязать дальше. Находим сверху косичку. Вот они, видите, над столбиками такая косичка. И просто под нее мы начнем с вами дальше вязать. Вот сразу первая косичка между нашими столбиками, и в нее сразу начинаем вязать. И буквально у нас вся сумка дальше пойдет просто под косичку. Если мы вот так сверху на нее посмотрим, мы увидим косичку. Заводим крючок под обе дужки, больше никуда его не заводим, просто под обе дужки и провязываем. Следующее. Опять заводим, провязываем. И вот так вот по кругу начинаем вязать. Встречаемся мы с вами в том месте, откуда начали. Да, и будем вязать с вами следующий ряд. Если какие-то моменты, возможно, непонятные и так далее, повертите, покрутите сумку, посмотрите, как у вас выглядят столбики и так далее. Вот видите, то, что мы ничего не соединяли, у нас с вами бесшовное, не то что соединение, а просто бесшовное вязание, у нас очень аккуратно все столбики лежат. И вот так вот мы видим косичку вдоль, покрутите свою сумку, и вы тоже увидите, и просто под нее вот так провязываем. Следующие несколько рядов мы будем просто вязать вот так вот по кругу под косичку. И будем провязывать, у каждого это будет свои несколько рядов, да, потому что у каждого разная ширина, которая нужна до ручки. Смотрите с эстетической точки зрения, смотрите, сколько вам необходимо. Когда я сейчас полностью провяжу сумку, вы тоже увидите, как это все выглядит. Поэтому я всегда рекомендую сначала посмотреть видео, а потом только начинать вязать. Смотрите, я уже дошла до конца и провязала первый ряд именно просто столбиками, без накида. Ну, практически первый ряд, да, мне тут немножко осталось. Вот здесь буквально я начинала, мы начинали, и я довязываю и перехожу на второй ряд. Все, довязала. И теперь начинается второй ряд. И нужно провязать столько рядов, сколько вы хотите. Вы можете провязать буквально 2 рядочка и потом перейти к ручкам. Вы можете провязать выше рядочки. Это уже можно включать тут свою фантазию, творчество и смотреть, насколько вам нравится более широкий бордюр, да, до ручек или, например, более низкий. Вот, сейчас мы вывязываем такой, знаете, фундамент перед ручками. Так, я снова беру свою волшебную иголочку, да, видим с вами столбики, видим наш первый ряд, вот, и, соответственно, второй ряд. Вот, два ряда мы уже провязали. И, соответственно, дальше вот так вот по кругу, как я уже говорила до этого, провязываем столько рядов, сколько необходимо именно в вашей сумке. Соответственно, чем сумка больше, шире, шире, выше и так далее, эстетичнее будет смотреться высокий бордюр, соответственно, там нужно провязать будет, ну, ряда 4, наверное. Если сумка, например, меньше, то не так будет эстетичнее выглядеть с моей точки зрения. Вот, их достаточно там провязать буквально 2 рядочка или один. Вот, такой момент. Поэтому тут нет какого-то золотого правила. Смотрите,
и провязывайте сколько необходимо вашей сумочке. В этой сумочке я буквально провяжу 3 таких рядочка и буду уже намечать, где будут ручки. Смотрим, да? Вот раз рядочек, два, и вот третий я сейчас вяжу. И вот так вот уже выглядит, потому что когда мы будем формировать ручку, у нас получится еще такой, знаете, незаконченный рядочек. Поэтому буквально где-то около 4 оно получается. Ну, не полных 4, да? Сейчас полных 3 у меня получается. И, соответственно, дальше я буду уже ручку формировать. Заканчиваю я вязание данного бордюрчика также сбоку, где и начинала. Вот, я довязала, а теперь чуть-чуть вытащила ниточку, чтобы она никуда не убежала. Поворачиваю сумку и наблюдаю, да. Соответственно, мне необходимо поставить маркеры. Видим 3 ряда и там 3 ряда с одной и с другой стороны. Соответственно, мне необходимо сейчас поставить маркеры, где будет ручка. Можно это сделать на глаз, можно это делать без маркеров. Можно примерно ориентироваться, где будет ручка. Ну, на первые разы я советую поставить там маркеры, если они у вас есть. Можно просто какой-то ниточкой пометить, можно пометить булавочками. Всем, чем угодно. Главное, чтобы вы понимали, за какую петлю вязать. Тем самым, когда вы наметили, у вас получается максимально ровные ручки. С одной и с другой стороны нет какой-то несимметричности и так далее. Напомню, что здесь у меня рядов может быть больше, может быть меньше, в зависимости от того, какого размера вы сумку вяжете. Смотрите, чтобы у вас по краям было примерно одинаковое количество столбиков до ручки. Вот мы ее сложили и намечаем там 9-10 столбиков, ставим маркер. Потом мы вот так ее складываем, да, и мы видим сразу с другой стороны, где поставить маркер. Там уже сильно не нужно ничего отсчитывать. Главное отсчитать на одной стороне, а вторая сторона, она асимметрична, поэтому мы просто ставим маркеры. Вот, видите? Я примерно понимаю, откуда будет выходить другая ручка, потому что я ее сложила в сумку, и просто намечаю. Здесь можно поэкспериментировать. Можно сделать ручку, например, более широкой или более узкой в плане того, что расстояние по краям будет, например, шире или будет уже и так далее. Соответственно, больше столбиков вы отступите от края или меньше столбиков. Тут вы можете сами уже экспериментировать. Я наметила маркерами и провязываю дальше простыми столбиками до маркера. Вот с нашего края, да, где мы начали и заканчивали вязание, мы провязываем дальше простыми столбиками, как мы уже делали в предыдущих рядах. Доходим до маркера. Все, буквально следующая петелька это уже маркер. И перед маркером, вот перед петелькой, чтобы ручки не вытягивались, а были более плотными, видим, да, маркер у нас под косичкой, и у нас рядом столбик с маркером.
под маркером столбик и рядышком столбик. И мы вот в этот столбик, прям в раскол, вот так вот, в него под шляпкой выходит у нас крючок. Это такой способ вязания корзин. У меня, кстати, есть на канале, я оставлю ссылочку, чтобы вы примерно могли более точно понять, как они так в столбик вяжутся, если, например, не знаете и вяжете первый раз. Но тем самым вот такое вот вязание помогает ручке не деформироваться. Она такая более плотная, более провязанная, никаких нет дырочек. И вот так вот перед ручкой мы провязываем 2 столбика без накида именно в раскол, именно в сами столбики. Видите? Это тоже не видно. Это тоже такое, знаете, незаметная смена столбиков под косичку и в раскол. И все. Теперь мы формируем с вами ручку. Набираем воздушные петельки. Если вы будете вязать из 5-миллиметрового шнура, то, например, на размер S и на размер M я всегда набирала где-то 45-46 воздушных петелек. Для меня это было достаточно и на заказ, и всем, в принципе, было очень удобно. Если вы вяжете большую сумку, то я всегда набирала из 5-миллиметрового шнура 50 воздушных петелек. И это было комфортно. Можно набрать 55, но не больше, если из 5-миллиметрового шнура. 3 миллиметра тянется еще больше, и тут важно смотреть по своему ощущению. Например, 3 миллиметра растянется больше, чем 5 миллиметров. Давайте мы с вами соединим ручку, доходим до следующего маркера, и слева от маркера столбик мы будем провязывать также в раскол, в сам столбик, соединять ручку. Смотрим, чтобы косичка не перевернулась, все было аккуратненько. Вот так мы заводим крючок и просто провязываем. Дальше в следующий столбик мы также провязываем. Соответственно, с одной стороны ручка у нас провязывается 2 столбика в раскол, а потом под косичку будут все остальные. И с этой стороны также 2 столбика в раскол. А дальше просто под косичку до следующего маркера вяжем. Итак, внимание по поводу ручки. Набираете количество петелек, если вы будете вязать из 3-миллиметрового, 4-миллиметрового. Тут нет какой-то золотой середины. Единственное, я могу сказать точно про карамель. Полиэфирный шнур 5-миллиметровый, потому что я очень много вязала таких сумок на заказ. Я набирала на S и M 45 воздушных петель, 48, а на большую сумку 50 или 55. Тут именно зависит от вашего роста, от вашего телосложения и так далее, какие сумки вы любите, там выше, чтобы была ручка или, например, не такая высокая. Поэтому тут все складывается из такого момента. Когда вы провязали воздушные петельки для ручки, соедините ее с маркером и потяните. Она очень хорошо тянется. Соответственно, примерьте ее к себе, к плечу, как она смотрится. Не смотрите на то, что пока ручка очень тоненькая, она будет обвязываться еще несколько раз, и будет такая прям плотненькая, хорошенькая ручка, которая не будет давить плечо. Вот. Исходя из этого, вы понимаете, сколько вы наберете петель или набрали уже петель, и вам необходимо столько же набрать на другую ручку. Вот, этот важный момент, тоже главное не упустить, не обсчитаться, иначе ручка получится одна выше, другая ниже. Как-то я так тоже связала, обсчиталась, вот, а потом перевязывала ручку, потому что неудобно. Дошли до следующей ручки, до следующего маркера. Помним, да, как мы провязываем? Вот у нас между маркером 2 столбика. В них просто заводим крючок и провязываем.
Делаем с этой стороны все то же самое, как мы делали с другой стороны. Набираем то же самое количество петель, которые набирали на ту сторону. И, соответственно, соединяем ручку. Смотрим, чтобы наша косичка не перевернулась. Вот это главное, чтобы она не перевернулась, иначе придется немножко перевязывать потом, потому что ее необходимо еще обвязывать. Все соединяем тут также до маркера. И по левую сторону от маркера у нас 2 столбика. И вот в эти 2 столбика мы будем провязывать, а все остальное под косичку. Ну вот мы почти с вами завершили первый этап формирования ручки. Сейчас нам просто необходимо ее будет обвязать, уплотнить, да, и провязать несколько рядочков. И видите, наш бордюр, он увеличивается вширь. Вот вверх он увеличивается. У нас с вами уже, если до ручки я провязала конкретно 3 рядочка, то, соответственно, сейчас у нас провязывается и провязывается. И это тоже необходимо учитывать. Например, если бы вы провязали, не знаю, там 5 или 6 рядочков и потом начали формировать сумку, то верх такой прям уплотненный будет. Потому что внизу вязка сетка идет, такая, знаете, как чешуя, я ее называю, от русалки. Вот, поэтому сумка и называется русалка. Вот, а верх такой вот тяжелый получается, если, например, провязать много рядов. Ну, смотрите, это уже на усмотрение каждого, поэтому смотрите, как лучше. Но мне кажется, что не больше 3 рядов, там максимум 4 для больших сумок, это будет оптимальный вариант. Просто под косичку сейчас от одной ручки до другой провязываем. И вот мы почти довязали. Смотрим. Вот наша ручка начинается. Нам необходимо дальше ее уплотнить. Вот мы вязали с вами столбики в раскол. Столбик в столбик, не под косичку, а столбик в столбик, да, это называется столбик в раскол. И нам необходимо также в эти столбики, также в раскол провязать. И еще разок. Смотрим, как выходит крючок. Ничего не перетягиваем, аккуратненько, не спеша вяжем. Все, провязали. Теперь смотрим косичку. Она состоит у нас из верхней и нижней дужки. Сейчас я возьму иголочку, чтобы нагляднее показывать. Просто под верхнюю дужку. Вот так. Мы будем заводить крючок и провязывать. Просто верхнюю дужку берем и больше ничего. Заводим крючок и провязываем такими же столбиками. Просто крючок мы будем заводить под верхнюю дужку. И так полностью обвязываем всю ручку. С той стороны будет точно так же. Соответственно, принцип вязания ручки. Мы перед началом ручки провязываем 2 столбика в раскол. Прям столбик в столбик мы провязываем. Именно по 2, да, с одной стороны и с другой стороны. Потом мы просто под верхнюю тушку косички начинаем вязать и доходим до конца ручки. И опять провязываем с вами 2 столбика в раскол, столбик в столбик. Вот, тем самым ручка уплотнилась.
Зачем уплотнять ручку? Для того, чтобы если вы нагрузили сумку, ручка такая вытянулась, и у вас получились такие дырки, если бы мы вязали под дужку везде. Да, а из-за того, что мы уплотнили ручку, мы уже, получается, не получаем каких-то там дырок, когда ручка вытягивается, сумка отягощается, потому что вроде бы это пляжная сумка, но в любом случае с ней можно сходить в магазин, там нагрузить, да и на пляж, знаете, все ходят по-разному, бывает там наберешь всего, и сумка такая хоп, и уже большая, тяжеленькая. Довязали до конца. И вот о том, что я говорила, да, 2 столбика мы просто провязываем прям внутрь столбика. Опять второй раз. Вот, видите, у нас уже ручка такая уплотнилась. Вот для ручки, например, я советую провязать 2 рядочка. Вот мы сейчас первый ряд обвязали, и необходимо еще обвязать второй ряд. Тогда ручка такая прям плотненькая, хорошенькая, не впивается в руку. Она, в принципе, не впивается в руку даже при одной обвязке. Ну, в любом случае, особенно если это широкие сумки, да, большие размеры, то лучше обвязать дважды. Все. То же самое мы делаем с другой стороны, да, между ручкой с одной стороны и другой стороны мы просто вяжем с вами под косичку. Все, все то же самое, все, что мы делали с той ручкой, делаем и с этой. Провязали мы вторую с вами ручку, обвязали. И теперь также заканчиваем вторую ручку 2 столбиками в раскол. И просто под косичку теперь обвязываем до следующей нашей ручки. Сейчас будем второй раз с вами обвязывать ручку. Вяжем под косичку до ручки. Довязали. Смотрим, как мы теперь будем вторую обвязку делать, второй ряд. Все то же самое. Опять уплотняем ручку. Вот у нас уплотнение, вот уплотнение. И над ними также провязываем. Все то же самое. Тут все стабильно, ничего не меняется. А теперь началась обвязка ручки. Смотрим поближе. Вот у нас столбики. И сверху косичка. Вот как сейчас мы с вами провязали в раскол, то же самое в каждый столбик мы будем провязывать. Тем самым ручка уплотнится, не перекрутится, не съежится, грубо говоря, ничего с ней не будет. Мы просто вяжем в каждый столбик, заводим крючок. И вот так вот между ножек крючок выходит. И полностью всю ручку мы провязываем в каждый столбик. Одну ручку и вторую абсолютно одинаково провязываем. Именно поэтому я разделила мастер-класс на 2 части, потому что отдельное внимание хотелось уделить на ручки, потому что как они вывязываются, как они обвязываются, где уплотнение, как сделать фундамент под ручку там и так далее. Если, например, в первой части главный уклон шел на донышко, как его вывязать, да, а стеночки это уже проще простого, они просто вяжутся по
по одной технологии. То, например, на ручке, да, это нужно было прям отдельное видео, чтобы видео не было там больше часа, а лучше, чтобы оно было разделено. Вот так я довязала ручку, и она, видите, такая плотненькая теперь. Все, одну и вторую ручку довязала. Смотрим, как теперь обвязывать. Сложили пополам, и где, кстати, начинали и заканчивали, вот до сюда мы просто будем также вязать столбики без накида. Все как обычно. И вот здесь сбоку, у нас с вами все новые ряды получаются сбоку, все новые вязания начинаются сбоку и так далее. Мы начинаем саму обвязку сумки, ручек и полностью все, завершаем наше вязание. Смотрим, ручки у нас одинаковые, провязаны они 2 раза, 2 столбика. Тем самым они такие плотненькие. Все, теперь мы сейчас с вами обвяжем сумку, и ручки будут еще более плотненькими, хорошенькими, и полностью завершим наше вязание. Сбоку начинаем вязать. Все то же самое. Мы под косичку будем заводить крючок, но уже мы не будем провязывать столбик, а мы будем провязывать соединительный столбик. Кто не знаком с терминами, сейчас я покажу, как это делается. Заводим крючок, захватываем ниточку и сразу провязываем в петельку. Опять заводим крючок, захватываем ниточку и в петельку. Тут главное ничего не затягивать, чтобы там косо-криво не получилось. Аккуратненько, потихонечку захватываем, провязываем. Как будто, знаете, сделаем такие стежки. Захватываем, провязываем. И тем самым у нас нет с вами никаких соединений, никаких швов у сумки. Она у нас цельная, и тем самым даже непонятно невооруженным глазом, и да, в принципе, нужно будет ее прям крутить и вертеть, чтобы понять, откуда она началась. И вот так вот по ручке, также под косичку, если мы сверху на сумку посмотрим, ее покрутим, то у нас поверху везде косичка. И мы по всей косичке вот так вот по кругу будем вот так вот вязать такими стежками, соединительными столбиками. И все, будем завершать с вами вязание сумочки. Вот я обвязала одну ручку, так вот получилось симпатично. Видите, все, полностью каждая косичка была провязана. И совершаем наше вязание также сбоку, довязываем с вами наши соединительные столбики, наши стежки. И будем закрывать, соответственно, прятать наш кончик, и все, наш хвостик. И важно, главное, запаять потом этот хвостик, потому что это полиэфирный шнур, он очень пушится, и аккуратненько. Если вы, например, вяжете, да неважно, даже темная это или светлая пряжа, но особенно на светлой пряже, когда вы зажигаете зажигалку, вот где синий огонечек горит, вернее, огонечек вверху, а вот где синенькая, лучше прикладывать полиэфир к синенькому. Тогда он расплавится, но он не обуглится. Вот отсюда мы начинали наш стежок, и мы под эту косичку заводим и закрываем. Все. Тем самым вообще ничего не заметно. Давайте с вами обрежем нить и спрячем ее. Берите не прям длинный, но и не короткий хвостик. Вот видите, когда я обрезала, он такой, ну особенно кто первый раз, например, вяжет из полиэфира, он может распушиться и весь разлезться. Ну, как-то так. Теперь давайте спрячем.
нагляднее показываю иголочкой. Просто будем вот так заводить крючок и захватывать ниточку. Можно взять крючок поменьше. Я, например, беру поменьше, чтобы аккуратненько мы его спрятали. Все, мы перетянули его на изнаночную сторону. И теперь аккуратненько спрячем через столбики, через наши ножки, перемычки и так далее. Просто прячем. И вот так вот просто перетянули его на изнаночную сторону. И смотрим, как аккуратно у нас выглядит изнанка и как аккуратно у нас выглядит лицевая. Вообще непонятно, откуда на самом деле начиналось вязание. И теперь аккуратненько вот так между ножек мы будем протягивать ниточку. Ну и буквально там 5-6 ножек возьмем, протянем и, соответственно, запаяем. Напомню, да, что когда зажигаете зажигалку, лучше именно вот эти ниточки к синенькому огонечку. Иначе, если я просто пробовала и тот, и другой способ, они обугливаются. А вот так буквально к синенькому чуть-чуть он расплавится, и как раз его можно запаять к сумочке тоже аккуратно, и, соответственно, даже не будет заметно. Вот такая вот сумочка получилась. Вяжите с удовольствием. Если вам понравился данный мастер-класс, ставьте лайки, пишите в комментариях, отмечайте меня на своих работах, присылайте в телеграм-канал. Я буду очень рада. А мы встретимся с вами в новом видео. И до скорых встреч. Пока-пока.